Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите видео с канала Полезное ТВ, а в этом видео я расскажу вам про дешевый, доступный антисептик, который можно приобрести в любой аптеке, так как в данный момент из-за паники и из-за ажиотажа в аптеках разобрали все готовые антисептики, разобрали спирт, разобрали глицерин, разобрали перекись водорода. Из этих трех компонентов, которые я только что назвал, я готовил совсем недавно антисептик по рецепту ВОЗ, только в небольших количествах, которого вполне хватит на весь карантин. Если интересно, то посмотрите, в правом верхнем углу будет ссылка на видео. И под своими видео я всегда читаю комментарии и увидел, что, во-первых, в России невозможно купить спирт в аптеке, поэтому антисептик по рецепту ВОЗ уже не получится приготовить. Ну а остальные писали, что все уже разобрали. А я пошерстил интернет, посмотрел еще доступные спиртосодержащие средства, которые вполне можно использовать как антисептик. И собственно сейчас вам все подробно расскажу. Но для начала хочу к вам обратиться. Во-первых, друзья, не паникуйте. Мы уже с вами пережили свиной грипп, куриный грипп, эболу. И я думаю, все ваши знакомые, знакомые ваших знакомых и знакомые ваших знакомых знакомых, все остались живы. Никто не умер. Зато по новостям все было очень печально. Так что фильтруйте информацию. В новостях показывают, что выгодно каналам, ну а вы же имеете свою голову на плечах и все анализируйте. Второе, определите для себя следующие моменты. Если на время действия карантина вам не нужно выбираться в город, в большие людные места, вы не контактируете с большим количеством незнакомых вам людей, также вы не работаете на таких должностях, где вам приходится контактировать с большим количеством людей, то тогда, друзья, в принципе, вам эти антисептики и не нужны. Просто тщательно мойте руки с мылом, не выходите на улицу без надобности в сырую, ветреную, либо дождливую погоду, где можно просто простудиться. И здесь речь не идет о коронавирусе. Да и эти все антисептики, это профилактика, но она также нужна, как от коронавируса, так же и от любых других бактерий. Так как если у нас грязные руки, не мытые мылом, либо не продезинфицированы антисептиком, у вас, например, зачесался глаз, либо вы решили что-нибудь отковырять у себя в носу, и тем самым заносите как вирус, так и бактерии себе на слизистую, и он быстро проникает в ваш организм. Но если все вышеперечисленное относится именно к вам, и вам нужно контактировать с людьми, то тогда примите на вооружение вот такой антисептик. А именно это настойка календулы. В разных городах и регионах может производитель и упаковка отличаться, но сам факт. В моем случае это 50 мл, и это уже готовый антисептик, так как он состоит из настоя цветочных корзинок и этилового спирта 70%. А я думаю, вы уже много чего смотрели и читали, знаете, что спирт как раз должен быть не меньше 70%, чтобы активно бороться с бактериями. А настой календулы оказывает противомикробное и противовоспалительное действие. И также этот настой применяют местно как антисептик при гнойных ранах, порезах, ожогах. Так что в данный момент, когда ажиотаж и нет спирта, перекиси, то настойка календулы, которая у нас в Украине стоит 9 гривен за вот такую бутылочку, в рублях это приблизительно около 20, то это самый лучший антисептик, дешево и сердито. Он имеет легкий травяной запах, а цвет его прозрачно-желтоват, но на кожу это никак не отразится. Но не спешите выключать это видео, я хочу вам рассказать еще, что нужно знать, применяя антисептики. Абсолютно любые, покупные, готовые, а также те, которые вы можете приготовить сами, как по моему рецепту, так и применяя настой календулы. Так как все эти антисептики на спиртовой основе. А спирт очень сильно сушит кожу. И если вы не будете совмещать антисептики, например, с глицериновым маслом или последующим просто использованием крема, либо каких-нибудь увлажняющих бальзамов, то тогда ваша кожа будет трескаться и микробам будет легче в нее проникать. Поэтому этот момент очень важен. Еще один бонус. Расскажу вам, как правильно нужно применять все антисептики. Чтобы усилить их действие, сначала вы должны обязательно тщательно промыть руки с мылом, без разницы, сухим либо же жидким. Вытереть руки насухо. Нанести антисептик. Можно, кстати, купить вот такие пустые флакончики спрея и перелить, например, настой календулы, либо же тот антисептик, который вы сможете приготовить по ссылке, которую я вам дал в подсказках. Наносите на руки небольшим количеством, чтобы увлажнить как ладони, так и обратные части. Затем, после полного высыхания, нужно обязательно использовать увлажняющие лосьоны, либо же кремы. Также можно использовать сок алоэ, если такое есть у вас в доме. Поэтому, друзья, кому информация с данного видео была полезна, обязательно поставьте лайк, оставляйте свои мнения в комментариях, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Я же вам желаю крепкого здоровья и иммунитета, не паникуйте и до встречи в новых видео. Пока!